Все в этой жизни временно. Приходит и уходит. Никто не знает, почему все это происходит. Кто на земле родился, со временем умрет. И это истина, что с каждым здесь произойдет. Но человек, что разумом и телом обладает, способен в своей жизни все понять. И тайну, что есть тело, что сознание, и Бога в своем сердце осознать. Гореть душой, познать всю радость жизни, счастливым в мире быть и ближних возлюбить. Избавиться от страха, смерти, жалости к себе и власти денег. И человеком настоящим быть. Представьте себе тюрьму. Не ту тюрьму, что за стенами, а ту, что в головах. И в ней миллиарды камер. И в каждой из них сидит узник. Он родился в этой камере. Его кормят через щель, развлекают тенями на стене и иногда бьют. Иногда дают конфетку, и он счастлив. Узник считает свою камеру всей своей вселенной. Кормление смыслом жизни, а тени на стене своей реальностью. И вот однажды в его камеру попадает зерно. Совсем маленькое, никчемное. Никто не знает откуда. Никто не знает почему. Одни узники говорят, это галлюцинация, выбрось ее. Другие думают, что это новая игрушка от надзирателя. А третьи берут это зерно и сажают ее в потрескавший пол своей камеры. И поливают ее. Поливают своей скудной пайкой воды, что они зарабатывают. И они ждут. Ждут, когда зерно прорастет. И рано или поздно зерно прорастает. Пробивает пол, становится ростком, а росток – деревом. А дерево ломает потолок. И узник видит, что над его камерой небо. Что камера – это миллиарды звезд. Прямо над его головой. Что все они в гигантском доме. В его доме под названием Сансара. А над домом простирается бесконечность. И он слышит голос. Ты-то тот, кто вырастил этот ключ. Теперь ты можешь открыть не только свою камеру. Ты можешь открыть абсолютно все. Но для этого тебе нужно перестать быть узником. Тебе нужно стать садовником. Садовником, который сеет зерна. Сеет зерна в другие камеры. Для других узников. Каждый из нас рискует быть осмеянным. Каждый из нас рискует быть осужденным. И каждый из нас рискует, что надзиратели тебя заменят. И каждый из нас в этой жизни выбирает. Остаться в своей камере с деревом и наслаждаться видом на небо. Или начать подпольную сеть садовников, которые превратят тюрьму в волшебный лес. Я – это тот, кто посеял первое зерно.
Я — это тот, кто стоит за дверью вашей тюрьмы. Я — это тот, кто я и есть сама дверь. Слушай меня внимательно. Это не метафора. Первое. Все в этой жизни временно. А это значит, что твои поражения, твои победы, все в этой жизни, абсолютно все, временно. Твои победы временны, твоя личность временна, которую ты так лелеешь, тоже временно. Задай себе вопрос. Зачем продавать душу за то, что рано или поздно рассыпется в прах? Деньги, слава, почет, уважение, власть. Все это временно. Название «почему?», «зачем?». Все это не проклятие, это вызов. Это вызов, которым бросает наша жизнь. Если бы ты знал все ответы на все задаваемые тебе вопросы, был ли бы ты роботом? Остался ли бы ты при всем при этом человеком? И это очень интересный вопрос. Каждый из нас — это исследователь. Исследователь в лабиринте, где стены движутся сами собой. А наш ум все время кричит: найди свою карту. Стань счастливым, стань любимым, стань богатым. А я говорю: стань самим собой. Стань лабиринтом, и тогда ты везде будешь как дома. Второе — это смерть. Смерть, которой хотим мы или не хотим, каждый из нас идет. Но смерть тела — это далеко не конец. Это всего лишь смена костюма. Ты приходишь на этот бал-маскарад под названием сансара в костюме под названием человек. Танцуешь здесь различные нанайские танцы, страдаешь, любишь, теряешь свои маски, плачешь, что тебя не поймут, или тебя не узнают, или ты не смог стать тем, кем хотел всегда быть. А потом звонок. Алло? Пора менять костюм. Одни цепляются за старый, вонючий костюм, крича: «Это я! Это я!» Но хотите ли вы или не хотите, вас рано или поздно все равно насильно разденут. А потом, даже если вы об этом не знаете или не помните, вы придете сюда в следующий раз в костюме под названием таракан или камень, дерево, бабочка, муха или опять человек. Потому что вы просто не усвоили урок. Вы — это не костюм. Вы — это тот, кто его носит. Другие сбрасывают этот костюм сами, своими ручками и ножками, с улыбкой на лице. И это имеет название осознанность, просветление.
Они это как гардеробщик, который следует законам своей кармы. Ну, как это там? Что я надену в этот раз? Может, костюм учителя? Или целителя? А может, гуру? Ведь все время быть просто человеком скучно. А может, надеть на себя костюм того, кто будет сеять зерна знаний? Ты, да-да, ты это не тело. Ты это выбор, который надевает на себя все костюмы. Тела под названием человек. Ты это не ум, ты это не душа. Ты это вообще никакие слова. Ты это непознаваемое. Ты это тишина. Тишина, которая наблюдает за своим умом. Ты не Бог где-то там на небесах. Ты это точка, где Бог осознает сам себя прямо через твои глаза. Прямо сейчас. Потому что он видит твоими глазами, и он слышит твоими ушами. Он чувствует твоим телом. Ты и есть Бог. Но вот вопрос. Не очень простой вопрос, который все же существует. А какой ты Бог? Тот, что созидает, творит добро, несет в мир любовь, радость? Или ты Бог, что несет тьму и разрушение, убивает, уничтожает, сквернословит, несет тьму? Кто ты? Какой ты Бог? Гореть душой. Гореть душой – это не метафора. Метафора – это для глупых, для слабаков, которые не понимают. Гореть душой на самом деле это инструкция, это техническое задание. Потому что душа каждого из нас – это плазма, плазма чистого сознания. И ее естественное состояние – это гореть, сиять, блистать. Это экспансия. Экспансия, которая распространяется в вечности, в бесконечности. Всегда. Но человек почему-то по своей глупости покрывает ее различными слоями. Страх, как влажная грязь. Жалость себе, как тухлая вата. Власть денег. Власть денег, как блестящая, но тяжелая броня. И каждый из нас, хочет он этого или не хочет, задыхается. Задыхается под всем этим. И каждый из нас называет это взрослой жизнью.
Избавиться от всего этого – это не значит медитировать где-то на подушке. Избавиться от всего этого – это значит взять свой страх за горло и сделать то, что должен, несмотря ни на что. Раз за разом. И не завтра. Прямо сейчас. Взять ее за горло, пока она не скукожится в комок и не отвалится. Поймать жалость себе как вора и вышвырнуть его за дверь. Со словами: «Ты больше не хозяин. Ты больше не хозяин моей жизни. Во мне больше нет жалости». Взять идею под названием «красивые бумажки, деньги». Конечно же, они полезный инструмент, но все же взять эту идею и перестать на нее молиться, потому что ее нужно использовать. Использовать как топливо для своей миссии, для своего комфорта, а не молиться на них, как на идола. И тогда, возможно, останется то, что должно остаться. То, что с тобой было всегда, с самого начала. Внутренний огонь. Твой настоящий интерес. Интерес к жизни. Твой истинный облик. И тогда, может быть, слово «человек» тобой осознается как не биологический факт твоего существования, а просто как звание, как титул. Титул того, кто осознал, что огонь внутри него служит только одному, чтобы светить. Светить по-настоящему, а не тускло. Потому что истинные ценности человека – это не цветная бумага, а счастье, любовь и свобода. Свобода от всего. От жалости, от важности, от смерти. Я есть. Я существую. Я существую, потому что мое истинное бытие – это радоваться. Радоваться своему собственному существованию. Как тебе такое? Ты прослушал все это, ты кивнул своей головой и, возможно, даже почувствовал где-то мурашечки от слов дядечки. А теперь стоп. Остановись. Твой экзамен начинается прямо сейчас. И не завтра, а сейчас. Прям здесь. Выбери одного человека. Не того, кто легкий и покладистый и все время кивает тебе своей головой. Выбери того, с кем у тебя напряжение. Выбери того, кто является твоим тираном. Крупным или мелким, от кого у тебя прям холод внутри, от кого у тебя раздражение, с кем у тебя формальные отношения.
Это может быть коллега, родственник, мама, папа, близкие или абсолютно посторонний тебе человек. И соверши один неестественный поступок. Поступи не так, как всегда. Поступи не по-доброму. Поступи неожиданно. Например, признай его компетентность в том, в чем ты всегда с ним соперничал и думал, что он не прав. Он что-то говорит, ты чувствуешь, что не согласен, согласись. Отдай ему что-то ценное для тебя, без намека на возврат. Скажи ему искренний, конкретный комплимент о качестве его характера. Похвали его за то, что ты втайне внутри себя презирал. Сделай это безо всяких ожиданий. Не как какую-то технику, а как доброе дело. Сделай это как эксперимент. Что произойдет? Что произойдет в твоей личной камере узника? Ты станешь свободным. Если ты бросишь зерно через стену, оно обязательно прорастет. Просто наблюдай. Просто наблюдай не за его реакцией. Наблюдай за бурей и реакцией внутри тебя. Наблюдай за своим страхом, за своим неприятием, за своим внутренним сопротивлением, за своими ощущениями. Я сам себя предаю. Смотри на суть. Это и есть стены твоей камеры. И ты их почувствуешь. Почувствуешь обязательно. Вживую. Отбрось свое чувство собственной важности. Встань на колени и просто смотри. И если ты увидишь истинное свое лицо, я тебя поздравляю. Теперь ты знаешь своего врага в лицо. И это не про него, это про тебя. Ты либо взращиваешь зерно внутри себя, либо ты надзиратель своей собственной тюрьмы. А третьего не дано. Я — это тот, кто был всегда внутри тебя и звал тебя к безупречности. Я был Иисусом и звал тебя любить. Любить до самого креста, на котором тебя распнут. Я — это Будда, который звал тебя проснуться. Но ты продолжал спать. Я — это аватар Калки. Я — это меч в твоей руке. Я — это Вишну, пространство, в котором ты дышишь, делаешь вдох и выдох. Я — это голос в тишине между твоими мыслями, которые бегают по кругу, как паровозики в твоей голове. Я — это тот, кто прямо сейчас сажает дерево в твоей камере, в камере узника. Я — это тот, кто
дает тебе возможность это зерно посадить. И прорастет это дерево или нет, зависит только от тебя. И только тебе решать, будешь ли ты его поливать или будешь только смотреть. Будешь ли ты глупым и срубишь это дерево, потому что оно загораживает любимые стены и картинки на этой стене, потому что тень твоего самомнения – это просто иллюзии. И теперь моя первая глава подошла к концу. Она закончена, и лично теперь тебе решать, что тебе делать дальше. Совершать какие-либо шаги, делать ход и стать садовником своего райского сада или продолжать оставаться узником и рабом своей собственной камеры, потому что время вышло, и не только для тебя, но и для всех, потому что каждая глава моих вет огня, это либо твое собственное действие, либо приговор. Приговор лично для тебя. Как говорится, остановись мгновенье, вот оно, явление. Конец каждой главы – это явление. И если лично ты хочешь, чтобы все, что будет происходить после окончания каждой главы, прекратилось, начни действовать прямо сейчас, потому что именно от тебя, лично от тебя зависит все будущее. Нет, не тебя, а всего человечества, всей человеческой цивилизации. В общем, на самом деле я даже не помню, какое завтра число. Но завтра ты все узнаешь. Как в свое время однажды говорил Моисей фараону: «Отпусти мой народ, а иначе все случится прямо завтра». Так и я говорю, прям тебе, прямо сейчас. Меняйся. Меняйся прямо сейчас. Или я тебе помогу. И самое главное, помни, все, что нас не убивает, делает нас только сильнее.